Друзья, в начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. А название стрима «Готовы дать потужности Южной Европе». Ну понятно, название стрима вдохновился я на него новостью о том, что в Южной Европе, на Пиренейском полуострове, Испания, Португалия, пропал свет весь, блэкаут массовый. Массовый блэкаут. В чем может быть причина массового блэкаута? Да, такой вопрос, естественно, возникает. Многие предположили, что это мощнейшая кибератака, естественно, россиян. Кто еще мог пооднасрать так качественно, как не российские хакеры? Ну, отрицают это, отрицают энергетики испанские. Энергетики испанские говорят, что это было такое, значит, редкое погодное явление, редкое атмосферное явление. Интересно, блядь, узнать, что это за такое редкое атмосферное явление, которое может... Оно там как-то, в общем, воздействовало сильно на высоковольтные линии электропередач, и все они остались без света. У них, что ли, по одной высоковольтной линии вся страна питается. Ну, может, там тепло, но, по идее, наоборот, кондиционеры должны быть. В общем, загадочно. Интересно тоже узнать, что же это за такое редкое погодное явление. Это был российский дрон, как обычно, потому что они одно там их летают, какие-то дроны над атомными станциями, над еще какими-то такими объектами. В общем, ситуация загадочная. Естественно, мы с вами люди простые, малообразованные, и поэтому, естественно, мыслим конспирологически. Ну, я сразу, естественно, конспирологически версию такую, как редкое погодное явление, отбрасываю. Понятно, что это, ну, не то что вмешательство инопланетян, но, наверное, российская диверсия. Да, ну это не все. А что вдохновило окончательно, сформулировало название стрима, это то, что какой-то наш чиновник, там очередной, естественно, высказался на тему того, что мы готовы поделиться потужностью, готовы поделиться опытом в преодолении энергетических кризисов. Но это правильно, эту линию нужно разрабатывать, потому что у нас много дельцов накупило генераторов, EcoFlow, пауэрбанков, еще какой-то хуйни. Ее надо куда-то реализовывать, надо наладить канал, который позволит богатеньким, ну точно богаче, чем мы, испанцам, там, вот этим всем каталонцам, португальцам напарить эти пауэрбанки, генераторы и всякое такое добро. Вот. Это, в общем, то, что послужило названием для стрима. Обращаю ваше внимание, что даже не договорняк, договоры, переговоры и другой надоевший кал. Но, наконец-то именно будем говорить о надоевшем кале. Недолго играла музыка чего-то отстраненного. Ну, в общем, хотелось бы сказать, что в треугольнике, ну, может и можно сказать, что в треугольнике, как любовный треугольник, но все-таки в многоугольнике Украина, Европа, ну, это что-то какой-то один фланг, да, и, ну, это наталкивает на мысли какие-то, да, о том меме легендарном, который в свое время придумал украинский наступ, где вот эту карикатуру, или как это даже назвать, псиоп этот российский, про медведя, орла и флаг на фоне, они еще тогда в 2014 году переделывали, он снова актуализировался. Это и о том, что да, Украина и Европа как бы один фланг, и такое чувство, что США и РФ другой фланг. Но на самом деле, конечно, все сложнее. В общем, этот многоугольник Украина, Европа, США, РФ, по нему следующее обновление, да. Но самая такая сильная новость, наверное, прошедших выходных, это то, что все-таки я критиковал эту идею, кто помнит, на прошлом стриме. Все-таки пан президент Зеленский, а может и не он, я вот не нашел уже этой новости, но, по-моему, Белый дом комментировал, что это американская сторона инициировала эту встречу. Что, в принципе, возможно, потому что они заинтересованы в приближении мира, да. Ну, в общем, да, самая значимая новость это то, что пан президент Зеленский на похоронах Папы Франциска встретился с Дональдом Трампом. Ну, увидели в базилике Святого Петра, вроде бы. Э, Есть три стула, ну, то есть было три стула. Э, ну, и вроде как то третье, оно для Эммануэля Макрона предназначалось. Но, и вот это такая самая слабая часть этой встречи, то, что губные читатели из такой легендарной, пользующейся сильным авторитетом газеты The Sun, такой, ну, типа, я даже не знаю, это из палаты меры весов, желтая пресса британская,
прочитали по губам, что Трамп Макрона там послал нахуй и сказал, что лучше без тебя говорить, ты тут не нужен. И с глазу на глаз пану президенту наваливали там за Крым, за все, убеждали, в общем, в понятных вещах. А пан президент, поскольку нет, ну тоже, я понимаю, что я опускаюсь сейчас до жанра, я хуй знает даже. Ну нужно же о чем-то говорить, правильно? До жанра какого-то, ну такого, блядь. Даже не знаю, кого, ну может шария, хер его знает. Ну в общем, я к чему, что президент Зеленский, поскольку публики нет, как он привык в квартале выступать не перед кем, то вроде разговор прошел гладко, без пояса, усика, без вот таких приколов. Кстати, пояс усика, когда мы это обсуждали, многие говорили, было бы здорово, если бы приволокли туда пояс усика. Пояс усика туда бы отлично вписался, по-моему. Есть какой-то общий стиль у католической такой архитектуры и у поясов боксерских, в общем. Так что это было бы даже более гармонично, чем в Америке. Ну да, была эта встреча, в общем, добились ее, не знаю кто, но, по всей видимости, действительно инициировала американская сторона. И, блин, эта встреча, она, ну, наверное, затмила, мне кажется. Ну, я, конечно, понимаю, что я нахожусь под влиянием того, что я нахожусь в Украине, здесь однозначно затмила. Но мне кажется, что и в мире, ну, затмило реально сам, ну вот в западном мире, затмило сам факт похорон папы Франциска, вот эта встреча. И о ней, мне кажется, говорили больше, но она как-то была более важным событием, чем мертвый папа Франциск. Вот, и тоже многие приводили этот аргумент как тот, почему этой встречи не будет, что это будет не очень красиво, да. То есть там пан президент Зеленский и Дональд Трамп понимают, что они своей встречей серьезно затмят собственно, похорон папы Франциска. Ну, в общем, вот так. Я к чему, что, наверное, доверять губному чтению не стоит. Тоже еще видел интересную мысль, что, ну, кто-то из этого строит какие-то версии, что там Дональд Трамп недоволен Эммануэлем Макроном. Это то, что э, Трамп отказался пожать руку Макрону или Макрон, ну, вот на той общей встрече. Мне кажется, они просто встретились раньше до этого и, возможно, уже пожали руки. Не будут же жать по 2 раза. Хотя в жизни такое часто бывает. Может, и у вас такое было, что вот ты встречаешься с человеком утром, встретился, пожали руки. Утром, там, условно, в 8, да. Потом что-то, ну, и очень мало пообщались. А потом почему-то опять встретились там уже в 11 часов дня и опять пожали руки. Иногда разговор продолжается потом, мы же уже жали руки. А иногда нет. Ну, это вот, в общем, тот анализ, за которым вы пришли. Прям действительно анализы такие, как в больнице. Вот. Ну, тоже посадили спереди президента Зеленского где-то там на похоронах. А это вроде как не по протоколу, потому что буква там какая-то очень далекая у Украины. Не знаю, насколько это важно. На фоне того, что сама встреча была, наверное, громче похорон. Вот. Ну, потом Дональда Трампа спрашивали, о чем вы там вообще говорили? Чё вообще сказал президент Зеленский? О чем вообще говорили? И Дональд Трамп сказал, что пан президент Зеленский просил оружия, естественно, дай. Но в целом все, естественно, оптимистично отзываются с надеждой. Ну и там как-то про Крым, ну как-то устаканили. Мне кажется, что здесь более показательно, это уже, скажем так, следующая новость. Это то, что всплыл тут же следом молчавший, хранивший долго молчание премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. И чтобы не быть гонцом с плохой вестью, он всплыл с хорошей вестью. Причем по меркам Украины, для Украины масштабы вести супер хорошие, нереально хорошие. Настолько хорошие, что в это даже не верится. А конкретно он отчитался о результатах своего пребывания и своей группы, которая была отправлена для того, чтобы договариваться о заключении минеральной сделки с США. Да, он всплыл, чтобы отчитаться о результатах своей работы и работы этой команды. И там он пишет, что вот итоги. Встретился со Скоттом Бессентом, министром финансов США, и мы договорились до того, последнее предложение, последняя строчка последнего предложения, до того, что этот договор, он будет охватывать только помощь, которая будет дана Украине, да, после подписания. А Дональд Трамп вроде как не настроен уже ничего давать. И, в общем, к чему, что удалось каким-то образом, если верить премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, то есть главному, да, на данный момент, главному лицу, ответственному со стороны Украины за эту сделку, если верить ему, то удалось отказаться от долга. Ключевое.
Ну, то есть однозначно это справедливо, а долг был несправедлив, потому что то, что дается не в долг, потом нельзя объявить долгом. Ну, вроде понятная вещь, и, ну, не стоит, думаю, как-то на пальцах ее объяснять, что если вы подарили подарок, а потом через год говорите, у тебя охуенный уже на счетчике ты стоял, охуенно накапали проценты с подарка, когда будешь возвращать, это так нечестно, несправедливо и неправильно. Да, по-моему, очевидно, нелогично совершенно. И, ну, вряд ли здесь имеет место какая-то там сложная, торги какие-то сложные со стороны США, что то было максималистское требование какое-то, и они планировали отказаться от этой идеи, просто чтобы там подчинить всю в будущем добычу чего-либо в Украине, и там еще какие-то объекты, ну, понятно, аппетиты у них там были серьезные. И даже сейчас выходила какая-то западная статья уже после Шмыгаля о том, что кроме добычи чего-то, чего там в Украине и так не так много, еще какие-то инфраструктурные объекты все-таки там как-то попадут под влияние США. Сложно даже сказать, потому что непонятно, о чем непосредственно идет речь. Вряд ли то было какое-то, скажем так, максималистское требование, чтобы добиться вот этого. Наверное, если это правда, да, и Денис Шмыгаль говорит правду, наверное, это как-то связано с тем, что президент Зеленский что-то Дональду Трампу сказал, что-то позитивное, да, и отразил какую-то свою покладистость и приверженность миру, а конкретно видению мира Дональда Трампа. И это помогло, скажем так, не скостить, а вообще даже отменить этот долг. Щедрая душа Америка, в общем. Непонятно, правда. Не, ну понятно в целом. Дональд Трамп такой парень, что пацан сказал, пацан погорячился. Вполне возможно, что он просто не будет поднимать эту тему. Просто он так много рассказывал своим избирателям, своему электорату о том, что Украина должна нам денег, там, что земля колхозу, то сейчас будет неудобно, если этот долг ей простили. Ну, может, он так и скажет. Это в обмен на то, чтобы они согласились не быть уничтоженными. Ну, в общем, вот так. Ну да, договорняк, да, говорит, что Зеленский в целом на все согласен. Марко Рубио, это просто обновление по этим, в общем, договорняку, да, по этим отношениям в этом многоугольнике. Марко Рубио говорит, что следующая неделя будет решающей, он вообще любитель, вот он как я таким стал грешить, тоже что-то в мозгу повредилось, вот так же, как и стал заикаться, кстати, это особенно последний год. Это все, блядь, вот видите, занимайтесь вот такой хуйней, как я, и проблемы вообще не заставят себя долго ждать. Если много вглядываться вот в этот кал политический, проблемы с башкой, беды вообще не заставят себя долго ждать. В общем, как я начал заикаться, и как появилась тревожность, и все такое прочее, э, да, также я стал грешить таким же, как Марко Рубио, очень люблю какую-то точность категорическую во времени выбирать в событиях или в объеме чего-либо. Вот так и Марко Рубио, он очень любит какие-то точные сроки. Ему принадлежат такие обороты, как это вопрос уже не недель, а дней и так далее, и никогда не срабатывает. Поэтому, в общем, особо там к этому я бы, может, так не относился трепетно, но еще Дональд Трамп говорил, его там же спрашивали, где его спрашивали о том, о чем ты с Зеленским говорил, зачем к мальчику приезжал. Там же его спрашивали о том, что там, как там. Он говорит, что когда санкции будут на Россию введены, он говорит о том, что мы это узнаем в течение 2 недель. Больше или меньше 2 недель. Ну, в общем, 2 недели, какой-то такой срок где-то фигурирует. Я бы больше этому доверял, чем следующая неделя, наверное, в каком-то смысле правда будет показательная, как говорит Марко Рубио. Ну, в общем, да, все позитивно, все надежды у всех сильные, ну, у американской стороны. Ну и, в общем, двигаются, движение идет, все говорят об этом. Ну, конечно, кроме этих разговоров, пока что похвастаться мало есть чем. Но радует, что хотя бы разговоры есть, потому что если они закончатся, то это будет совсем уже печально. Трамп также на тему сделки минеральной с Украиной говорил, что сделка будет заключена в ближайшее время. Ближайшее время. Про Шмыгаля я вам сказал. Но есть и, скажем так, голоса, охлаждающие такую позитивную атмосферу по договорнику. Со стороны России почему-то наброс такой говна на вентилятор, нагнетание. Это министр иностранных дел основным выступает таким воином, да, как говорят, партия войны или башня войны. Ну, в общем, Лавров выступает таким самым недоговороспособной стороной России. Ну, начнем с того, что сначала CBS Ньюзу Лавров сказал, что не согласны на ЗАЭС,
Это, кстати, то, вот видите, говорят, нет между сторонами точек соприкосновения, да, между Украиной и Россией в переговорах. Как же нет точек соприкосновения, если все не согласны на американскую идею по тому, как поступить с Запорожской атомной электростанцией, да? То есть и Украина, и Россия не согласны на американское видение. То есть Россия не хочет ее отдавать, а Украина не хочет тоже того, чего хочет США. Не хочет, чтобы США были ее операторами и чтобы энергия поступала в Россию. Видите, точка соприкосновения есть. Главное уметь искать и иметь волю к миру. Вот. Да, так вот, говорит он, что ЗАЭС нихуя мы никому не отдадим. Потом, после этого в Южную Америку он отправился. В Южную Америку на саммит БРИКС, кирпичики. На саммит кирпичиков. Кирпичики это как Новодворская, да, ест. На саммит БРИКС, и там он уже капитально какому-то медиа Глобу, ну, можете не искать, не найдете. Какой-то газете Глобу сообщил, что Украина должна, ну и знакомая нам телега, отменить запрет на переговоры, который ввел президент Зеленский. Украина должна закрепить, ну, Украина точно не будет членом НАТО и должна как-то зафиксировать свой нейтральный и внеблоковый статус. Вот. На самом деле, я вот не знаю, насколько это далеко, близко к реальности, но уже столько раз я на эту тему высказывался, что уже каких-то сил нет. С одной стороны, очень странно будет, если Москва кому-то поверит на слово. В этом смысле даже хоть какое-то вмешательство в законы Украины, да, в украинскую политику, это уже устойчивее, чем ничего, чем обещания западных политиков, которые временно там, естественно, да. Сегодня Дональд Трамп, завтра Хусейнович Обама и так далее. Это хотя бы что-то. Это хотя бы что-то. Но при этом это что-то, конечно, легко будет в Украине очень отменить. Украина и не самое там правовое государство. И еще, конечно, нужно понимать, что это однозначно то, что Украине навязано силой, да. И это всегда будет аргументом, ну, в первую очередь для народа, да. В первую очередь политическим, для отмены потом этого. Вот, и когда они, конечно, до этого это требовали, это имело больше смысла, потому что они, хотя тут Лавров это упоминает в каком-то смысле, потому что они требовали сокращения украинской армии до ничтожной. Тогда это имело смысл, потому что у Украины не было бы возможности политической отказаться от этого. Ну, то есть не было бы даже шанса, чтобы такие силы пришли к власти, которые хотели бы от этого отказаться, где-то даже очень тайно. И тогда бы это имело больше логики, тогда бы это хоть как-то работало. Ну, в общем, вот этот вопрос с НАТО, он, конечно, сложный. Но вполне можно предположить, что Россия сдаст назад в этом вопросе. Ну, то есть этого можно ожидать. Ну да, также Лавров там же в этой газете требует международного признания всего. ДНР, ЛНР, Крыма. Всего, чего можно и всего, чего нельзя. Русский язык. Прекратить в Украине давление на церковь и на русский язык. Но также еще говорит, что на повестке обсуждается, ну, там что-то много чего обсуждается, но я выделил только то, что демилитаризация, вопросы демилитаризации и денацификации Украины. Ну, демилитаризация здесь ключевое, сокращение армии. Ну, то есть тут понятно, что тут прям губозакаточная машинка нужна, совсем далеко от того, что обсуждается и проговаривается. Но при этом многие, ну, я не знаю, наверное, эта новость, она будет посвящена критике украинских медиа. Ну, конечно, всегда и хочется сделать новость, и драматизм — это важная часть, скажем так, стратегии продвижения контента буквально, да, драма. Вот договорняк, а вот уже договорняка нет. Это всегда очень красиво. Но в то же время при этом вполне эти же, скажем так, и лидеры общественного мнения, и эти медиа, да, и там эти там и политологи и так далее, все они всегда говорят о том, что Россия централизованное государство, авторитарное, тоталитарная, чуть ли не диктатура, где все вообще мало чего значит только воля много диктатора, да. То в этом смысле я скорее нахожусь на таком поинте, и чтобы это логически не противоречило, мне кажется, то нет смысла переоценивать слова
Лаврова, да, потому что, наверное, это не самая значимая вещь, как и слова Пескова. И я не устаю повторять и все время на это опираюсь, что Лавров, несмотря на то, что ключевое лицо, да, как и в любом государстве, министр иностранных дел, если верить прессе западной, ну, мне кажется, есть смысл верить, он был одним из тех, кто о том, что война будет, да, и когда она начнется, он этого не знал. Для него это было так же, как и для нас. Это похоже на правду на самом деле, и похоже на стиль российского государства, на его устройство, вот. Да, но тем не менее медиа пишут о том, что Песков говорит, да, пресс-секретарь Путина, слова которого тоже, наверное, веса большого особо не имеют, и обычно он просто тот, кто, скажем так, глушит молчание между тем, как Путин говорит. Ну, вот такая роль у человека несменная. Ну, и это не то, что даже это по сути сам Путин и сказал, просто какими-то другими словами. Вот, он говорил о том, что несколько раз он повторил слова о том, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий. Ну, видимо, он это говорит, потому что это то, что обсуждалось с американской стороной, со Стивом Биткоффом, когда он прилетал в Россию, да, потому что они говорили о том, что одна из тем обсуждения это выйти на формат каких-то переговоров уже между Украиной и Россией. Видимо, поэтому он это говорит. И типа, ну, это на самом деле действительно довольно забавно, довольно, ну, буквально смешно, да. Медиа пишут о том, ну, они пишут как-то там в иной форме, но читается так, что без предварительных условий, наверное, для того, чтобы, да, начать переговоры без предварительных условий, чтобы уже там представить эти условия Лаврова. Но в любом случае, к этому всему я бы особо серьезно не относился. Думаю, у всего этого можно найти смысл, да, как и то, что на самом деле Лавров давно придерживается, ну, вот такого именно, скажем так, такой роли в вот такой, не знаю, глобальном представлении, представительстве России за рубежом, да. Лавров таким голосом выступает давно, не знаю, провоенным, если угодно, агрессивным, ну, в общем, да. И опять-таки аудитория, какие-то эти страны БРИКС, то есть тут тоже вопрос статуса и что кому нужно показать. Ну, в любом случае, серьезно бы и как вещь, как это сформулировано во многих медиа украинских, да, как то, что ну все, теперь договорняк невозможен, я бы, конечно, так к этому не относился серьезно и буквально. Ну и к тому же это не сходится с аргументами о том, что в России уничтожено государственное управление, да. Следующая новость, вот это, мне кажется, куда более она, наверное, такая даже интересная в контексте договорняка. Это, конечно, московско-корейский каминг-аут, взаимное признание в чистой любви. И сначала российская сторона, и потом корейская сторона признали на официальном уровне участие северокорейских войск. Ну, как я понял, только типа в Курской операции, ну, в общем, участие их в войне на стороне России против Украины. Если задуматься, Если задуматься, очень, блядь, серьезный прецедент, да. И, наверное, был бы я моложе на года два, да, и была бы еще эта байденовская администрация, я бы сказал, что это возможность, которой, наверное, воспользуются, да, для того, чтобы как-то более агрессивно сделать поддержку Украины. И был бы неправ, естественно, если бы так сказал, тогда всем похуй, конечно, абсолютно. Но просто удивительно, как ничего не боятся. Как я это и тогда говорил, когда они привлекли, очевидно, северных корейцев, да, что очень серьезный шаг и удивительно бесстрашно себя ведет Москва. Так и сейчас, да, суд прям в глаза и всем без разницы на Западе. Ну, то есть там, ну, конечно, кто-то выскажет осуждение. По-моему, даже Государственный департамент или кто-то в Белом доме сказал, что ну, это так нельзя, конечно, делать, это не круто. Но дальше этого ничего не зайдет. Ну, сейчас уж думаю точно, потому что надежда на договорняк. Ну, может, этим и пользуется Москва. Ну, то есть это, наверное, скажем так, один из плюсов в аргументацию к тому, что я говорил раньше. Конечно, Дональд Трамп, говоря о том, что у него есть желание мира очень высокое, скажем так, Москву помещает в более выгодную позицию, а себя в более заинтересованную. Конечно, у них есть какие-то богатые предложения для Москвы, таких, которые никто потом уже и не даст. Но кроме этого, наверное, из-за этого такие ситуации и появляются, да, потому что Москва чувствует заинтересованность американской стороны и может наглеть. То есть вроде ничего серьезного, но на самом деле плевок нормальный. Плевок нормальный. Ну, эта новость еще тем интересна, что было много, скажем так, ну, каких-то российских ресурсов, да, которые, может, там, ну, не совсем Z, да, но
зигуют в любом случае, которые долго и, ну, вплоть до этого момента упорно отрицали участие северных корейцев в войне в Украине какими-то аргументами в стиле, что, ну, понятно, наша сторона вполне в понятном смысле, пропагандистском, да, таком классическом для войны стиле, где-то приукрашивала ситуацию, там, наверняка. Но в целом факты были неоспоримы, но тем не менее они, опираясь на те какие-то вопиющие случаи, ими аргументировали то, что Украина там наловила где-то корейцев, завезла, что Украина выдает за пленных корейцев каких-то там любых представителей азиатских народов. Теперь они посрамлены, но это, в общем, единственная польза этой новости. Фу, да, ну и финальный аккорд, не то что дембельский, но финальный на тот момент, когда я выписывал новости, это то, что Пунь Цзы объявил ни много ни мало трехдневное перемирие на 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Тут почему-то, ну вот первое, что мне вспомнилось, это как Янукович выпустил монеты, и я их все проебал. 1 гривня железная к 70-летию победы. Круто было. Круто. Но кроме этого, второе уже, о чем я задумался, это о том, что, ну, нужна ли нам была эта новость для того, чтобы это подтвердить. Я думаю, мы и так в этом не сомневались. Но приоритеты российского государства, да, и российского правителя, один день Пасха, светлейший праздник, один из важнейших в христианстве, и целых 3 дня, три дня гуляний на День Победы. Ну, понятно, то есть, наверное, нам не нужна была эта новость для того, чтобы знать, насколько, типа, президент Путин помешан именно на победе. Ну, то есть, конечно, тут нельзя, наверное, игнорировать и контекст, да, какой-то именно уже реального мира, там, переговоров, договорников, каких-то сложных игр, манипуляций, там, того, что президент Путин пытается оказаться, вот это жест доброй воли, пытается оказаться милосердным и так далее, и вообще настроенным на мир, то мы, конечно, это из виду не упускаем, но мне кажется, конечно, первоочередное, это, конечно, большая любовь Владимира Путина к победобесию. И это довольно показательно в плане, что важнее Путину, Бог или деды. Ну да, такие мысли. Такие мысли, ну, в Белом доме как сказали? Сказали, что разочарованы сторонами, разочарованы Украиной и Россией. А также сказали, что, конечно, хотим уже как бы постоянного мира, а не на 3 дня, там, 30 дней. Ну да, нужно сказать, что я не знаю, какие сейчас обновления. Ну, понятно, что тут Украине некуда деваться. Некуда деваться, но то, что я читал, это то, что Министерство иностранных дел, по-моему, писала, да, украинская реакция на это предложение путинское, о том, что давайте прямо сегодня, нахуй нам твои 3 дня, еще и деды, мы дедов вообще никак не почитаем, деды это у нас так хлам. Давай, несмотря на деда-ветерана Зеленского, давай на все 30 дней уже прекратим огонь. Тут не стоит, наверное, искать какой-то логики, потому что непонятно, как тот мир на 30 дней у них укладывается в голове с тем, что нам не нужен новый Минск, нам не нужно время для перегруппировки российских войск, и нам не нужна пауза вместо устойчивого мира, но при этом просить паузу на 30 дней. Но, в принципе, какая разница, да? Нам ничего не мешает не краснеть в этом смысле. Ну как нам? Керівництву. Керівництву, ну у них свои стратегии, свои планы, конечно. Да, ну в общем вот так. В общем, на этом, друзья, новости закончились. Я курю последнюю сигарету, читаю ваши мысли по поводу этих новостей в чате и выключаю с позором стрим. 3 дня это нормальный срок. Первый день подготовиться, второй день прийти до состояния невминоза, третий день отходить. Юго-западная пускай будет Европа. Ну вы поняли, там где блэкаут, в чем проблема? Зеля украл у папы похороны, нехуй было пиздеть, отомстил, да? Не, ну чтение по губам это легенда. Пишут The Sun, конечно, и желтая пресса, но у людей все просто. Раз инфу вкинули, то теперь кто-то поверит, кто-то нет. Но какая-то часть будет это распространять, люди сделают вид, що це правда. Ну, це так, просто прикол журналистики. Но я не знаю, как люди каждый раз верят этому чтению по губам. Это уже не первое чтение по губам. Не, Кулеба, екс-міністр закордонних справ України, сказав десь комусь, що договорняк навіть не близько. Ну, его мнение, это имеет смысл вообще, его позиция. Но просто нужно задавать вопрос, а что тогда? А что тогда? Договорняк это. Путин пытается выбить ачивки за самый зрелищный фейерверк по детской больнице. Зе пытается прийти на похороны в самых хайповых шмотках и обматерить самых влиятельных людей.
Трамп пытается придумать самую смешную отмазку для Пыни и самый нелепый доеб до Зели. Ну, кстати, Зеленский круто оделся, надо сказать. По злому, без удовольствия. Мир Криевкам, війна палацам. Максимум эффект может быть, это Трамп Зелю в Трамп Тауэр поселит, как беженца. Замкнет, может, у него. Тухлое интервью Бену Шапиру уже успели обкашлять на стриме, не смотрел. Но про поодинокі випадки знаю. Новини сьогодні в Ялі, як хуй пуньзи, серьезно. Забыл про главную новость, что у российских скуфов могут отнять мир танков, где-то такое читал, но это пиздец. Ну а точнее отжать 100% активов владельцев в пользу государства за участие собственников компании, ранее отделившейся от Wargaming за участие в экстремистском объединении. Ебать, национализация тунчесов. Жестко. О, пошел по комнате дымок. Ну, пацаны, сегодня в Кумаре дым сигарет с ментолом, аромат дурмани. Дурман полный, блядь, как в Украине. Дым пошел, папу выбрали нового. Бычка. Так что все, пиздец, хороните это самую свою Ватикан. У Высоцкого песня об этом была. Ну и чё, ты сказал, что Ігород може дати 4 тонни картошки, але я думаю, пизди, 4 тонны это дохуя. 4 тонны, 400 тонн. Блядь, что-то... Да, 4 тонны это дохуя, ты знаешь, 4 тонны это что-то дохуище. Хорошо, если прицеп, блядь, картошки там есть. Ну, прицеп есть, думаю. Ебать, вот это вообразить, конечно, войну Пакистана индийскую. Ядерную, ебать. Вот это жесть, что будет. Рассказывай, сколько мешков кофе зібрав з квадратного километра кладбища. Да, как-то помню был год, когда пошли на гробки. Аромалы тупо автобусами с мешками ходят. Я не понимаю, куда они девают эту еду. Говорит, везут на Закарпаття, я был на Закарпатье, вот это Берегове, Виноградов. И шо там, куда они их нахуй продают? Кому нахуй нужны мешки нахуй пожилых пасок каких-то конхов? Ну, конхветы еще можно как-то реализовать. Ну, всяких объедков, в общем, этих. З лопатою? Ну, молодець. По заповідям Кулеби, готовий до захисту вітчизни. Ну, ти видел? Штирлиц прокололся. Лопата-то. Не та лопата-то. Не та лопата-то для блинов. Хочу вас застерегти, ну вряд ли из вас есть такой лох, который купил бы эту лопату за 200 гривен, как я. Но она лучше, чем та, что у меня была, то есть никакая, сгнившая, развалившаяся. Но она покрашена одноразовой молотковой краской из баллончика. Ну это ожидаемо за такие бабки, там один держак столько стоит денег. То краска вся слезла за 0 секунд. Ну, песня «Гробки» хорошая, но Деню 229 жестко запопсили. Ну и он такой несчастный на этих выступлениях, пиздец. Не знаю, что там с ним делают, что ему не нравится. В золотой клетке, видимо, находится. Ну я вообще не знаю, просто он вид очень несчастный производит. Раньше был более счастливый, мне кажется. В случае войны Индии с Пакистаном, кроме очевидного трэша, представляющего заголовки из Great Britain, некие люди напали на неких людей, случилась поножовщина. Автомобиль въехал в толпу неких людей, да. Точка однозначно. Одна из горячих точек будет Лондон. Этой войны, возможно, даже ядерной. То есть я бы на их месте переживал. Может, и у одних, и у других на карту нанесен крестик на Лондоне. Всплывет субмарина из пластиковых бутылок. И все, пиздец, в Ла-Манше. Украина тоже. Ну да, поножовщина в общаге Нау, или где они там, в общаге Богомольца. Некие люди с некими людьми будут решать, чей Кашмир. Слава богу, что ядерная война не между Таджикистаном и Узбекистаном. Ну да, так как мы знаем же, что это самые мощные нации. Две войны с представителями самой мощной нации. Между представителями самой мощной нации. Денис, какой положняк по похлебке? Нормально, че что попадается, хаваешь? Нормально хаваю. Ну, в смысле, нормально готовлю, разнообразно. Как кухня появилась, качество моего питания выросло в 100 раз. Но мне это никак не помогло. Ты знаешь, я думаю, что было бы хуже наверняка. Чувствовал бы я себя хуже, чем есть. Но несмотря там на хорошее питание и на то, что я пью воду и на там какую-то физическую активность, я чувствую себя, блядь, ужасно абсолютно.
Может, нужно уже смириться, что так как в 18 лет там ты уже себя никогда чувствовать не будешь. Но хотелось бы еще почувствовать хоть немножко. Еще один сильный жест Е Уэста в поддержку Украины. Да, блядь. Это правда. Это правда. Ну, уже немного устарело, но жесты так и сыпет он в нашу пользу. Мне жалко даже Трампа, да, пиздец жалко стало, когда он лонгрид в своей правде написал, где говорит, что Путин заебал, что Обама с Байденом бакланы, а он разгребает. Да все у него заебись будет. Тут вообще для него. Ничем не рискует. Все хорошее уже у него есть. В смысле положника для США, там, итогов этой войны. Это раз. А два, интересно, что он часто стал упоминать Хусейновича, Обаму. Интересно, почему? Обама что, подает какие-то признаки жизни политической? В чем такая активность? Нахуй он его афиширует повсеместно? Кто думает, что в рот закинуть с утра? Прикинул хуй к носу. Кто думает, что, блядь, прикинул хуй к носу? Ну это пиздец. Да, ребятки, советую арахисовую пасту. Поверьте, на Америке хуйни не придумывают. Мне кажется, в Америке только хуйню придумывают преимущественно. Но арахисовая паста нормально. Человек, да, краткость сестра таланта, пишет. Арахисовая паста кал. Ну, то есть, видимо, ему не нравится, но... Написал бы, арахисовая паста мне не нравится. Тобто ты хочешь сказать, что Макдональдс кал? Да, американские бургеры кал. Думаю, да. Ну, смешная ситуация. Только что человек сказал, да, я думаю, мне не нравится. Арахисова паста для простых украинцев роскошь. Но она стоит дорого, но ее же надолго хватает очень. Бычка впустят в Ватикан, но если его впустить, он все разгромит. Я думаю, поэтому не впустят. Давай свой прогноз по войне у нас и у тех, кто в Индии живет. И в Израиле. Нихуя себе, тебе все подряд нахуй. Деньги давай, и я тебе выдумаю. Я тебе что, блядь, на Таро разложу. Откуда я, блядь, знаю, что будет? Кто нахуй вообще знает, что будет? Пиздец. Начни про мать Гордона шутить, и он тогда про тебя, как про Исландию, видос запишет на 4 часа. Если я начну шутить про мать Гордона, он меня просто убьет нахуй, и все. Я же не Исландия. Я лично так бы поступал. Ну так ты поступай тогда, квест. Народись в Україні та збережи розум. Кстати, как домашнее хозяйство стримера поживает? Заебись. Чиназа Саундтресс. Я больше хумус люблю. Хумус это хорошо. Того, кто хавает мацу, я узнаю за версту, я узнаю по лицу. Через скільки сигарет новини? Не знаю. Ну, десь там скоро. Сегодня мы постараемся ебать вала поменьше. Меня спрашивал кто-то почему-то, хотя я много раз на этот вопрос отвечал. В комментариях на YouTube, какие игры у меня были на Денди. Я не знаю, упоминали мы там Денди или нет. Ну, кто может из там... Блять, что опять кот нарыгал? А, нет, зрение плохое. Кто, да, из поколения помоложе, может, не знает, имеется в виду, когда картридж вставить в Денди, это имеется в виду, конечно, не игрок в этот, блядь, в доту из Нави, а имеется в виду такая приставка была, короче, платформа игровая Денди, ну, а точнее, доступные нам китайские ее копии ворованные, нелегальные. И вот у меня такая была, и из того, что я помню, да, то любимые мои картриджи были. Во-первых, спорт. Ну, Олимпийские игры, потому что они охуенно примитивные и там легко добыть перемогу. Легко получить этого дофаминчика. Вот. Там шест, прыгать, короче, кидать, копье нахуй. Бежать, по-моему, надо было еще. Ну, короче, Олимпийские игры. Потом, ну, стрельба по уткам, понятно, прикольная была бы, пистолетом по уткам стрелять. Как она работала, хуй его знает. Хорошо работала, кстати. Потом из нормальных игр каких-то уже более-менее известных это Черепашки-ниндзя и Робокоп. Еще, наверное, что-то было, но я уже не вспомню. Ну, Марио это нет смысла называть. Смерть от рук Гордона не самая плохая участь. Да не хотелось бы. К слову о пище. Узнал, что Узнал, что обычная аллея соняшниковая вредная. Из 14 позиции она где-то на 9. Где на 13-м пальмовое масло. Короче, норм либо подсолнечное, не жареное, не путать с рафинированным. Либо оливковое, либо пожилой смалец. Но это если жарить, да. Но не везде же жарят.
Но где добавляют, то обычно заменяют сейчас пальмовой. Суки. Не хочешь постримить с Владом с канала История всего? Он не против. Хочу. Хочу. Много уже хочу долго и сильно. Серьезно. Читал труды Олеся Бузины. Я их писал. Так он умер же, он будет жить вечно. Я сейчас стал жарить все на кунжутном. Иногда с жареным кунжутом. Очень вкусно. У меня есть это кунжутное. Но жарю я на рафинированном по старинке. Где 100 кунжута взять? Вырастить? Иногда на собаках в селе, таких, которые то бесхозно бегают, иногда столько кунжута собирается в весеннюю и осеннюю пору. Они им прям утыканы. Как же приятно слушать любимого политолога под звуки сирены и жарящейся картошки. Ну, удачной вам жарки картошки. Вообще иногда как бы сленгово бывает выражают другие действия, в смысле, когда говорят звук жарки картошки. Ну, а в твоем, типа, возрасте, как ты студент сейчас, то я вообще жрал там тупо, блядь, подножный корм. То речи даже не шло о таком, блядь, как жарить что-то там. А жарить нужно на гриле и без масла. Главное, не на этом аэрогриле новом распиаренном. Так, думаю, есть ли смысл чистить кондиционер, чистить дымоход? Или в жару все равно света нихуя не буде? Не знаю, говорят, не будет. Говорят, не будет. Что думаешь про позу и форму челюги Зеленского на переговорах с Трампом? Вот это мой любимый, кстати, жанр аналитики. Ну, буквально губная аналитика, чтение по губам, по позам. Я думаю, это все хуйня. А еще думаю, что Трампу уже столько лет, что у него стерся 3 раза позвоночник, ему пересадили новых стволовых клеток, позвоночник свиньи. И, ну, там, требовать от него чего-то там, какой-то позы прямой, это ебать уже, ебать. Стример, не обессудь. Уполномоченный, не обессудь. Меня обесчестили. Вы знаете этот телефонный звонок в полицию. После договорняка и разблокировки рук карт я задоначу, а пока не хочется каких-то проблем. Ну, кто ищет, тот всегда найдет. Криптой донате. Скрипты еще подозрительнее в ваш регион переводить. Так еще быстрее набутылят. Ну, я не знаю. Можно для таких целей создать донат в Телеграме возможность. Но я не знаю, кто им будет пользоваться. Если и так будут ссать, то я не бачу сенсу. То есть там, ну, понятно, в России, да как и у нас, если тебя захотят посадить, то, в принципе, неважно, там, где то юрлицо находится. Ну, в смысле, ну, все время российские, понятно, в изгнании контент-креаторы, много таких, рассказывают, что все нормально, вы платите телеграмму, потом на бутылке будешь объяснять, кому ты там платишь. Я думаю, глубоко поебать, если ты придешь или кто-то скажет ментам, и у них будет плохое настроение, что ты донатишь кому-то, кому донатить нельзя, им вообще глубоко похуй будет, они тебя будут сажать на бутылку, пока ты сам не признаешься, кому ты платил. Многим уже пришел штраф на 34 штуки. Это за неуплату налогов на OnlyFans мне типа должен штраф прийти. Buffalo Bill пише, що уявляє, як папа давав на ротан своим мальчикам в приходе. Нихуя у тебя фантазии. Этот, ну. Я о таком не думаю почему-то. Но теперь задумался, чому не Маршанська? Ну, бо дуже похоже на щось. Маршанська, Мокшанська, ну це. Почти собрали на новый бойлер. Вы не поверите, блядь, бойлер течет, сука такая. Не знаю почему, может я этот фланец там хуевато прикрутил. Я надеюсь на это. Но я его вроде сильно прикрутил, но может он нагрелся и что-то там, блядь, что-то какие-то зазоры. Там просто какие-то не шпильки, а какие-то болты как-то там хуево в том корпусе держатся. Я боюсь, что если их сильно начать тянуть, то можно их сорвать и будет тогда полный ахуй. Так что я разочарован пока что. Капая из него. Кап, 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 кап. Сука. Да я вообще как вот те... Ну не помню, какой-то бегемот стоит, гифка, кадры из мультика. И пытается чинить трубы, а потом они все рвутся и текут, а потом в последний кадр он просто стоит по пояс в воде и ключом машет. Какой-то известный мультик, забыл как называется. Вот это я, потому что, блядь, то потекло, это потекло, толчок еще потек, ну бачок у него. Пиздец. Руки опускаються. Я якраз хотів спитати, скільки заврати коштує, або навряд чи як по старінки за бутилку самогона. Не знаю, яка було за бутилку. Но стоит от 100 до 150 гривень за сотку. Был бы человека донат на ВСУ найдется. Саме так.
Вот, это мне очень нравится паста. 20 гривен. Если и сосал, то не причмокивал, по злому, только за губой погонял, без удовольствия. Спасибо за стримы. Хорошая вот эта паста. Я где-то просто недавно вспоминал и думал, что, боже, какой идеальная паста идеально описывала ситуацию какую-то из политики, но забыл какую. Такое надо записывать. Вот это сосал, но без удовольствия, по злому. Хорошо. Денчик, по твоему опыту стоит попробовать травку? Какую? Погладить травку? Я травку не пробовал никогда, я нихуя не знаю такое. Это как совсем, если задаешься вопросом, стоит ли пробовать, значит пробовать не надо. Бля, сколько вы еще чубатые салоеды будете не понимать из своих запуканных портяночно-буряковых схронов, что мы уже меняем проектность Украины. Прямо сейчас. Пятый проект ебашить четенько, делаем ветер. Блять, я все время думал, что делать ветры это типа пердеть. Что ну? Делаем ветер. Нужно не... Блять, как тяжело это читать. Нужно не... Да, делаем ветер. Нужно не мыслить узенько, а хуярить бодрый, блина, лопата полет, который нашу метасистему выведет в ноосферу. Но для этого нужно отодвинуть от лица вонючую цибулю и трипильский глечик тысячегривенным. Кастрюлям не понять всю палитру клиторного мятежа парадигмальности. Будущий президент Украины. Ну, как обычно, сказал круто. Как обычно, сильные слова. Не хватает только... Не, ну глечик это, во-первых, хорошо. Глечик надо. Не хватает только землянки. Без землянки ніхуя, гарні слова. Якщо думаєш, треба чи ні, значить не треба. Дякую, пане Денис. Я гадаю, вас би з радістю прийняли на факультет філософії Могилянки. Ну я ж говорю, я травку не пробував, мене б туди не прийняли. Во-во, пане, ну ви... Кричу чайкою. Волаю. Философия школы Апейрон. Не, Арестович великий, нехуй базарить. Привет, у тебя стримы по расписанию или по настроению? По расписанию. Через день. Кроме выходных. И державных свят. Щоб канал активно рос, нужно больше роликов. Может делать обзор новостей в формате тиктоков или коротких видосов 5-10 минут. Даже монтаж почти не нужен. Спасибо, Алекс. Однозначно стоит пробовать, если ищешь более мягкую альтернативу алкоголю без похмелья и агрессии. Это соль морская? Или просто соль? Не, я пошутил, когда сказал, что это глупые слова. Как и любые, наверное, такие универсальные формулы уровня цитат Стэтхэма. Когда я сказал, что если задаешься вопросом, то не надо. Ну похуй вообще, как карта ляжет. Тревожникам Атаракс можно попить. Артас. Атас. Веселей рабочий класс. Всім по схалапуці, блядь, всім по спалахуці, по цибульці, по гвинтокрилу, літовище, морські солі з ринку в Дніпрі. Дуже смішно, дійсно. Если я не буду президентом, вы в заднице, мы в заднице, независимо от этого. Видимо, он не к нам обращался. В Украине как будто гуманитариев много, их дохуя. Но сказали, кстати, займутся этим вопросом. Сказали, проведут там какие-то рейды, ТЦКшный обдрочь какой-то вузов, там какие-то будут, ну, как это? Дослідять це питання, будуть розбиратися. Денежка нужна. Денежка нужна. Сильно дохуя студентов. Сильно тяга к знаниям в народе мощная, говорят. Я слышал, что тяга слишком мощная в народе к знаниям. Будуть розбиратися з цим вопросом. Ви б знали, який я був охуєвший. Влаштували мене по знайомству бізнес-аналітиком, працювати на державу, мати бронь, хоч спокійно. Бля, яка це хуїта, пацани, не рекомендую. Я думав, буду щось там в Excel дрочити і у Word писати, як наслідок. Буквально 2 тижні бігав від одного менеджера до другого, погоджувати маленькі абзаци тексту. Ну, люба робота вроді. Як я заїбався, кожен знає, як краще і не може добазаритись. Причому дедлайни горять, у нашого начальника вже жопа горить, а всім на чилі. Ну, бач, за бронь будешь терпеть. Терпеть. Ты бы хотел совместку с Зетником, там со Жмелем или магазином ковров роскошный? Когда-то я смотрел магазин ковров несколько лет назад. Ну, когда-то хотел, но сейчас вообще не хочу. Не представляется возможным. На прошлом или позапрошлом стриме отвечал. Но то есть 2 причины. Первая – украинская юрисдикция. Вторая, скажем так... Как бы это сформулировать?
Мне кажется, что если ты не совсем там користувач Твіттера, да, если ты, условно говоря, не зусім згоден, не совсем согласен, если ты, ну, образно говоря, в каких-то вопросах оппозиционно настроен относительно государственного курса Украины, то такие стримы, конечно, тебе будут невыгодны. Вот, потому что может плохо получиться. Вот. Намного лучше будет, если учитель истории из Белой Церкви, Сиви Спаса Парабеллум, Моменто Море, возьмет и четко объяснит о том, что на картах французского историка XIV века Матье Бала присутствует уже Украина. И таким образом жмели все будут попущены и разъебаны. Ну, то есть оставим это им, этим історикам, не будемо у них відбирати этот хліб. Та я вже думаю, що договорняк на тижні, та й може нахуй не треба та бронь за такі нерви. Так її не далі, а работать уже надо, що ли? Для таких колабів треба бути у Грузії на квартирі разом зі скабром сидіти. Я вот не понимаю феномена, почему вокруг всех малопопулярных, ну, с нами, если сопоставлять, да, и, ну, где-то вот в плюс-минус в таком объеме людей, там, не знаю, людей, да, вот этих контент-креаторов в андеграунде, вокруг всех них образуется какой-то такой, как бы, фан-база небольшая, с ними делают какие-то мемы там и так далее. Вокруг меня не образуется совершенно, блядь. И это очень хорошо. Вот, но в чем феномен, не знаю. Наверное, потому що я кал. У нас і так вумне населення, треба більше любити державу і менше себе. Саме так, потрібна жертва. Щоб канал активно рос, а если канал мало рос, что тогда делать, блядь? Тебе не хватает энтузиазма, поэтому... Хотя, поэтому и люблю тебя смотреть. Ну, во-первых, вы все заблуждаетесь. Кто так считает, это раз. Во мне я только на энтузиазме и живу. Это, блядь, по-моему, ну, должно быть понятно. А два, это ожидаемо, в принципе, то, что вы говорите, и то, что вы заблуждаетесь, это ожидаемо. Потому что это именно поэтому мне и говорили, чтобы я начинал стримить. Какой же уматный канал, уматовый чел, какой же уматный канал деколонизация.украина. Иногда кажется, что пародийный, что-то на уровне гей-националиста, ну вроде же это где-то из одной сферы. Ну да. Бля, вот этот пиздец, представь, купил, повесил за свои бабки табличку на свой забор в селе там молдавские залупки Одесского района. Те какие-то, блядь, бомжи ее оторвали. Это пиздец. Это хуже этого быть не может. О, охуєнно. Христофор Боніфатич пише: Денисе, вітаємо. Вас турбує ЧР-команда Довженко Центра. Хотіли запропонувати вам головну роль у фільмі про мстящего боксера. Роль груши. Спасибо большое. Украденное верните, тогда поговорим. Где-то видел недавно, что Довженко Центр знайшов давно втрачені архивы фильмов. Где они их там прячут, что они их все время находят. Нашел, чтобы, видимо, их потом продать там, блядь, за деньги. Спасибо. Можно кого угодно звать, похуй с кем не делать коллабы. Ну да. Не, наша цель ближайшая Владислав Ньюс. До речі, можна стрім з починкою твого барабана. Какого, блядь, барабана? Как в анекдоте про Чапаева, Василия Ивановича и Петьку. Вот вам барабан. Хороший анекдот, незаслуженно мной забытый, кстати. Тоже, кстати, часто он попадает, да, ситуации жизни, часто анекдот этот к ним подходит. Продается все. Выйти из бусика 1000. Ну так а что не выйти? Ну тебя ж там не насильно держат. Выйти из ТЦК от 2000. А нахуя платить? Тебя ж там насильно не держат. Руководитель добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова-Друзенко. Когда вы знаете подноготную, это просто ужас. Это рабы. То есть ты попал в ТЦК, если ты в хорошей форме, то 5 нужно занести, чтобы выкупить себя в свое подразделение. Вот так проходит мобилизация. Если ты в плохой форме, то ты стоишь дешевле. А если 50 плюс, которые или ходят, то они уже идут в нагрузку. Ну, это фейк, я не знаю, нахуй он так распространяет фейки.
Добро деньги давать ТЦК. Добро деньги давать ТЦК за людей. Не, мы осуждаем. Да, норм, но, бля, нах ему кеды дали. Лучше бы боты черные взяли у Бонова по дороге с белыми шнурками. Да заметьте, суета с танками началась после видоса Азазина. Может, с того, что Глад Валакас начал записывать эти самые рвотные бои легендарные. Там все чемно, нехуй пиздеть, совершенно верно. Ютубная масть. Посмотри, сколько подписчиков на канале Кашина. Люди с умеренно вдумчивым контентом и постоянными шутками про кал сейчас не в моде. А сколько там, блядь, дохуища вообще, блядь, очень много. Почему не коллабитесь с маргиналом? Блядь, коллабились с маргиналом раза 2-3. Атмосферное имя редкое, да, интересное имя россиянина, атмосферное, и фамилия тоже явление. Ну, в принципе, это возможно. Весна, какое нахрен явление? Ну, им лучше известно. Российские хацкеры изменили ось Земли. Да, немного повернули земную ось, как говорили, да. Угрозы перешли в действие. Папу римского в поясе Узика хоронить нужно было. Сколько можно распространять кремлевские фейки? Да это в чате, блядь, кремлеботы 15-рублевые пишут нахуй. Выйти из бусика $1000. ТЦК от 2000. Это надо быть без ног, без рук, что ли? Да, ну, стрім по злому був, без причмокивания. Для чого тобі хрест на мікро? Оберіг від ТЦК. Як це від ТЦК? ТЦК це важлива структура Збройних сил. Без ТЦК не буде перемоги. Тому це для ТЦК, оберіг ТЦК від росіянських агентів за 15 рублів, які працюють в чаті. На кшталт тебе. А где вы у нашего человека $1000 в кармане видели? Фейк согласен. Мамы ТЦКшников называют их моя бусинка. Ха! Я так подумал, если ТЦК такие цены, то украинцы не такие уж бедняки. Но это все накопления за всю жизнь, чувак, улітають. Які долари у нас шаги? Ну, до речі, так, ось відразу кидається в очі, що дуже халтурно зліплений кремлівський фейк. Ну, от яка є несостиковка? Вона в тому, що вони пишуть долари. Вони не знають, що в Україні валюта гривні, а менше шаги. Ось, ну, воно палиться, воно видно, що це халтура, яку роблять так оце швидко. Ну, вони ж нічого не вміють робити, у них нічого не виходить, бо в них нема ні мізків, нічого. Вони просто нічого не можуть зробити, навіть таке. Ну, це частина їх національного коду. Что-то я, блядь, разошелся, короче, надо заканчивать. Спасибо всем, кто сегодня пришел, спасибо тем, кто послушал новости. Отдельное, огромное спасибо тем, кто меня очень серьезно сегодня проспонсировал. Я вам очень благодарен. Почти отбили оранку мне. Вот. Отбили оранку, звучит, будто бы это вот это в ТЦК, да, попали ті, що отбили. Ну, в общем, друзі, що, кстати, фейк кремлівський, як ми вже сьогодні довели. Да, так би написав Кремлебот. Дуже вам вдячний, друзі. Люблю вас, цілую. Бережіть себе. З користю проведіть залишок вечору. Цілую в плечі, друзі. І до зустрічі післязавтра.